Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю творожный пирог с ягодами. Рецептов творожных пирогов, как вы наверняка уже заметили, у меня очень много разных. Все они, в общем-то, похожи, но у каждого все же есть своя изюминка. Изюминкой этого пирога служит то, что тесто для него готовится на кукурузной муке. Это, конечно, отражается на вкусе пирога, поскольку выпечка на кукурузной муке обладает собственным характерным вкусом. Ну, во-вторых, такой пирог получается более хрупким, более рассыпчатым, что, конечно же, отражается и на вкусе пирога, и на его структуре. Давайте готовить! Для основы пирога нам понадобится 150 грамм сливочного масла, 200 грамм кукурузной муки тонкого помола. Я возьму кукурузную муку фирмы Кудесница, у нее идеальный помол. 80 грамм сахара, одно среднее куриное яйцо, 10 грамм разрыхлителя и пакетик ванильного сахара 8 грамм. Пол пакетика мы добавим в тесто, пол пакетика у нас уйдет в начинку. Муку смешиваем с разрыхлителем. В этом рецепте разрыхлитель можно совершенно спокойно пропустить, поэтому если вы не хотите его добавлять, ничем заменять не нужно, просто пропустите. А затем просеиваем. И посмотрите, какой тонкий помол у муки. Она совершенно спокойно проходит через мелкое сито, как и обычная мука. Сливочное масло должно быть мягким, поэтому его нужно достать из холодильника заранее и дать согреться. Взбиваем сливочное масло, сюда же всыпаем сахар, кладем половину пакетика ванильного сахара и взбиваем 3-5 минут до просветления. Вбиваем яйцо и взбиваем еще 3-5 минут. В последнюю очередь вмешиваем в тесто кукурузную муку с разрыхлителем. Я сначала размешаю и затем коротко пробью миксером до однородности. Выпекать пирог я буду в квадратной форме. Размеры формы 21 на 21 см. Форму я застелила бумагой для выпечки. Выкладываем тесто и распределяем ровным слоем. Форму пока убираем в холодильник и готовим творожную начинку. Нам понадобится 400 грамм творога, 3 средних куриных яйца, 100 грамм сахара и 200 грамм ягод. Ягоды по вашему усмотрению. Кладем в миску творог, сахар, половину пакетика ванильного сахара, вбиваем 3 яйца и все разминаем в однородную массу. Мне это удобно сделать погружным блендером. Выкладываем ягоды, размешиваем, и наша творожная начинка готова. Пирог можно печь со свежими ягодами или замороженными. Если вы будете использовать замороженные ягоды, их не нужно предварительно размораживать. Прямо в таком замороженном виде из морозильной камеры мы их и кладем в пирог. Я пекла с красной смородиной, но, конечно же, подойдут и другие ягоды. Количество ягод также на ваше усмотрение. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Выкладываем творожную начинку сверху, разравниваем. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется пирог примерно 40-45 минут. Творожный слой пирога должен схватиться, и пирог должен покрыться легким румянцем. Даем подостыть, и наш творожный пирог готов. Подавать пирог можно как в горячем, так и в холодном виде. Итак, наш творожный пирог готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.